Приветствую, мои золотые, с вами Лиман Маклайм. Я до сих пор немного простужен и чутка поменялся формат видео, потому что сегодня тот самый день, когда наконец мы приступаем к разработке, точнее созданию нашего DIY коврика совместно с брендом Artisan, которые предоставили мне подложки свои уникальные, которые, возможно, в будущем также станут основой подложек для уже готовых ковриков от артизанов. Итак, приступим. Итак, у нас есть вот подложка от артизанов. Тоже оранжевого цвета, как у них новая расцветка Zero и Shidenkai второй версии сейчас. И подложка также у них приехала прям очень-очень толстая. Я прям в небольшом шоке даже. И эта подложка имеет X-Soft мягкость, но при этом она жестче, чем X-Soft просто порон, который идет у них в обычных ковриках Artisan. И сам материал, он такой более упругий, что ли. Мне лично этот материал напоминает ортопедические стельки. Эта подложка даже пахнет так же, как мои стельки, когда я их только покупал себе. Во-первых, я купил себе вот такой клей-спрей 3M90. По-моему, это самый клейкий клей, который вообще может быть, потому что у нас в этом коврике не будет оверлока по краям, так что нужно покупать... Я решил, что нужно покупать самый цепкий клей, который вообще можно достать у нас на рынке. И в самом Artisan мне порекомендовали именно брать спрей от 3M. Я нашел вот 90, были также 77 и так далее, но они, по-моему, не так цепко держат, как вот это. Далее нам понадобится ткань. Я вот выбрал два типа. Кстати, сделали мы это вместе с вами в моем телеграм-канале. Там вы сможете участвовать в разного вида опросах, включая вот какого цвета и какой вид ткани использовать для этого коврика. Последнее, что важное нужно было купить, ну я так посчитал, чтобы все было аккуратно, это вот такой нож для ткани. В общем, он режет, практически не рассыпает ткань. Это вот уже со временем так произошло. Но я думаю, таких проблем не будет. Как раз хочу сейчас сделать эксперимент. Сначала сделаю себе коврик, а потом уже мы в прямом эфире будем делать победителю второй коврик. Так как у нас два на выбор, как раз человек сможет и выбрать из двух этих тканей, что он хочет видеть по цвету и по текстуре и по скорости, потому что они различаются. Давайте приступим. Итак, с помощью того ножа я аккуратно отрезал вот такой кусок ткани, чтобы можно было удобнее, проще клеить его на поверхность подложки. Остается его сейчас еще хорошо прогладить, чтобы не было ни одной складки. Так, ну, по-моему, получилось прям прогладить максимально хорошо. Приступим теперь к самому важному этапу — поклейки. Максимально неравномерно, конечно, получилось, но я думаю, мы сможем все распределить. Осталось подождать где-то 5 минут, и можно склеивать. Так, пока ткань сохла, вот здесь ткань немного так вспучила. Не знаю, как это повлияет, но сейчас начнем все клеить. Своеобразный шпатель.
Вот это готовое все. Сейчас я еще сверху придавлю. И посмотрим, что будет через сутки. А вы пока пишите в комментариях, получится ли у меня создать свой коврик. Итак, прошли почти сутки. Вот наш коврик. Но он какой-то вот очень странный. Клей как-то неравномерно расправился по всей поверхности. Я попробую это исправить тем же утюгом, но в данный момент прям вот все края хорошо склеились. Даже вот так если перевернуть, все нормально. То есть прям сейчас попробуем обрезать лишнее с помощью моего крутого ножа, и потом уже будем думать, что делать вот с этой поверхностью, потому что мне она пока не нравится. Примерно вот так я все обрезал. Прям местами совсем кривовато получилось. Но при этом с той стороны, по-моему, прям вот под корень, прям за подлицо, так скажем, я все обрезал как мог аккуратно. Получился вот такой прикольный коврик, несмотря на все вот эти пятна, которые дают даже некую текстуру. Но сейчас я попробую все это исправить. Ну что ж, вот и я чуть-чуть поиграл уже на этом коврике. Что я могу сказать о нем? Он достаточно, как сказать, балансированный, но в сторону скорости все-таки уходит этот коврик, потому что он реально довольно, так, волосок, реально довольно быстрый, но при этом он хорошо замедляется. Видите, у него есть какой-то стоп. Грани мне абсолютно не мешают. Подложка прилипла намертво, то есть она липнет даже круче, чем порон, хотя по своей текстуре вообще, ну вот посмотрите, это не порон, и оно не прям пупырчатое какое-то, а вот прям как какая-то стелька, как губка. Вот я положил, и все, никуда уже не двигается. Мышка скользит приятно, ткань габардин мне очень нравится, по сути. Что есть похожего у меня из ковриков? Наверное, Spire Lock, я бы сказал, поверхность. Причем коврик достаточно быстрый. Как вы видите, здесь еще есть такие пятна. Это клей. Не понимаю, почему так получилось. Но это не влияет на текстуру коврика. Оно не бугристое, к счастью. Потому что с помощью того же утюга я все выпрямил. И теперь мышка прям скользит нормально. И я думаю, что со временем, чем чаще пользоваться ковриком, тем сильнее все вообще разгладится. Бесит только то, что как бы я не могу сделать себе строчку, поэтому некоторые нитки, как я уже сказал, торчат. Но со временем они все уйдут, я надеюсь. И места, где уже идет клей, дальше уже не пойдет, и коврик будет выглядеть приятно на глаз. Да и сейчас он выглядит отлично. По мягкости это Xsoft, но он нифига не Xsoft. Это вообще не то же самое, что Paron Xsoft. При этом коврик тяжелый, толстый и очень эластичный. Прям вдавливается, но максимально быстро резина возвращается на свое место. И я даже не знаю, с чем это сравнить. У меня вообще не было таких подложек еще. Похоже, как будто какой-то гибрид Парона с обычной резиной, которая ставится там в X-Ray Pad, Spire и так далее. Давайте уже попробуем чутка его погонять в играх. Кстати, спасибо этому всем, кто задонатил. Вы также продолжайте донатить. Соберем всю сумму и разыграем наконец-то второй коврик. Кстати, отдельное спасибо Тахари Сано. Это, кто не знает, менеджер Артизана, и самому бренду Артизан за то, что дали возможность поучаствовать в таком DIY проекте. В принципе, я даже доволен этим ковриком, и цветовое сочетание вот это мне прям безумно зашло. Такой апельсин сочный, мощный и очень нежный такой фиолетовый розовый цвет. Восторг, я считаю. Мне в целом нравится наводиться на этом коврике. Думаю, завтра, кстати,
Кто не знает, у нас по понедельникам теперь, скорее всего, всегда будут стримы. Сегодня воскресенье. Я дропаю ролик, а завтра уже, возможно, на стриме также попробуем на этом коврике что-нибудь попробовать. Так. Что-то у меня только что было с пингом. Мне на самом деле очень нравится коврик, не знаю почему. Ну, наверное, потому что я делал его своими руками. И по первым впечатлениям здесь не хватает только оверлока по краям, чтобы точно коврик жил. Посмотрим, что будет с ним после первой стирки. И я надеюсь, что я его стирать буду еще не скоро. Не, ну прекрасная наводка. У коврика нет вообще старта. Я прям не чувствую сопротивления. Остановиться проще при этом, чем на твердой резине. Так, двоих не получился, там еще трое. Вообще. Есть какая-то инерция в торможении, но я уверенно себя чувствую, и даже рукав вот не мешает. То есть обычно бывает такое, что рукав не хочет скользить. Пока такого не наблюдаю. Я как будто, знаете, создал какой-то свой практически рейден. И этот Иксофт мне больше напоминает какой-то софт. Поэтому буду считать, что это фиолетовый или розовый Рейден софт. Вот как. О, отлично, отлично. Наводка прям на этом коврике багическая. Таргет свитчинг прям конфетка. Кстати, очень похоже еще на Spire Dahru. Этот клей, кстати, прям реально дал такую дымчатость, такой рисунок своеобразный для нашего коврика, для поверхности, что меня тоже радует на самом деле. Микроконтроль здесь такой, конечно. Как будто коврик больше подходит для быстрых фликов, прям наводок таких, а вот прям вот такие микро движения на самом деле как будто мне сложно даются. Для таргет свитчинга прям супер кайфы. Чувствую, что этот коврик прям максимально универсальный, как по мне. Прям коврик для всего, ребята. Что я могу сказать? Коврик выглядит не особо опрятно, выглядит действительно как DIY, но при этом удивляет меня тем, что с габардином данная подложка дает ультимативную универсальность. Вот если раньше я себе думал, что Spire Lock или тот же Hayato Otsu для меня будут прям отличными ковриками, то пока что вот это действительно очень хорошо и не уступает названным коврам. Но я не знаю, насколько его хватит, и все-таки это больше было сделано ради контента, ради фана. Однако, я думаю, что победитель останется очень доволен этим ковриком. Точнее, похожим на него, но софт-подложкой. Она будет чуть тверже, но при этом эластичность там такая же, как здесь. Ну, прям очень упругая подложка. Мне это безумно нравится. По ощущениям, как будто такой эластичный хардпад получается. А если сюда еще налепить ткань Оксфорд, которая у меня еще и лежит, а она такая уже еще грубее, по ощущениям как кордура, то будет прям скорость дура, если говорить в рифму. Но вот это прям
очень хорошо. Не знаю, как выглядит на камеру, но именно для эксплуатации прям очень бодро. Даже не знаю, что еще можно сказать про коврик. Кто хочет такой же экспериментальный, единственный в мире, ну хорошо, у меня вот и у вас будет. Если вы выиграете и выберете ткань Оксфорд, то это точно будет единственный в мире коврик. Это того стоит, ребята, поучаствовать в конкурсе. Поэтому переходите по ссылке в описании, закидывайте там свои 50 рублей. Чистая лотерея, так скажем. Остается только следить еще за новостями в моем телеграме, подписаться на канал, поставить лайк, конечно же. И самое главное, все стало реальностью, ребята. Лиман Маклайм начал делать свои артизаны. Ну что ж, надеюсь, мои мысли не были настолько сумбурными от моей температуры, из-за температуры точнее. Поэтому пишите, что думаете вы, пишите, хотели ли бы вы такой коврик на продажу вообще, может серийное какое-то производство. А с вами был Лиман Маклайм. Пока.